Беспроигрышное сочетание помидоров с паниром, оно всегда прекрасно. И те, кто любит это сочетание, наверняка это блюдо у вас займет просто место свое среди кухонных хитов. И те, кто бывал в Индии, наверняка его знают, оно подается в каждом ресторане в любом штате. Очень популярное блюдо, это действительно хит. Итак, нам сегодня понадобится такие вот паста из свежих помидоров. Мы, конечно же, сняли шкурку и сблендировали их. Если у вас нет блендера, всякое бывает, можно помидоры натереть на терке. Прекрасно все получается, тоже пробовала. И нам нужен панир кусочками. Кусочками режьте какими хотите. Мне вот такие сегодня понравились кусочки. Так, значит, ключевые ингредиенты у нас будут, конечно же, чили. И здесь мы добавляем уже не 2 чили, как мы готовили кичери, а 3, потому что здесь не будет ни имбиря, ни кумина, других острых специй. И для того, чтобы это у нас все переварилось, потому что панир относится все-таки к достаточно, ну, не прям тяжелым, но это тяжелее, чем суп. Вот. Ему нужно, и тем более у нас еще здесь будет сливочное масло. И чтобы это все переварить, нужно сделать чуть-чуть остро. Конечно, не делайте так, чтобы у вас там язык горел, но вы должны есть и чувствовать вот это вот тепло, да? Послевкусие такое теплое, то есть немножко пряное. Так, и еще у нас куркума, один из ключевых ингредиентов. Ее мы положим много. У меня куркума, сразу объясню, то по ходу, может быть, не получится, буду все забрасывать. У меня куркума не разбавленная мукой, очень хорошая куркума, поэтому ее я положу меньше, чем если бы положила другой куркумы. В России куркума такая светленькая, ее прям надо... Вот, кстати, по-моему, куркума нарисована, сравните, да? Ее надо прям побольше положить, не бойтесь. И еще один ключевой ингредиент, это у нас будет порошок шамбалы, или она называется у нас пажитник еще. Это вот такие вот семечки. Ее нужно смолоть в порошок. Но для этого нужно ее нагреть. Сначала мы нагреваем вот чуть-чуть, она даже цвет не изменит, она прям чуть-чуть запах даст, и ее нужно смолоть. То есть она у нас получается такая полуобжаренная, ну даже можно сказать обжаренная. Чуть-чуть мы наливаем ги. Почему? Потому что у нас будет сливочное масло. Мы только для того, чтобы обжарить чили. Чтобы включаем. Немножко осторожно. И добавляем сливочное масло. Ну, если я это не выключу огонь, то оно будет очень сильно гореть. Нам нужно просто, чтобы расплавилось. Когда начинаете есть острое, то оно со временем кажется мне острое, и постепенно увеличивается доза. Поэтому доза идет очень остро. С другой стороны, вот это избавляет также от проблем каких-то инфекций и кислотно-сказанных листов. Так, теперь смотрите, у нас ключевой ингредиент будет куркума, и мы добавим так прилично. И вот это вот сочетание куркумы и сливочного масла, оно нам даст этот специфический запах панир-баттер масала. И цвет. Я насыпала, наверное, вот такую чайную ложечку, но нужно насыпать, наверное, 3, если куркума у вас другая. Если куркума с мукой, 3 ложечки. С аппетитки чуть-чуть. Надо было его вместе с чили, но сейчас тоже обжарить. Сколько с аппетита? Щепотку? Да, и буквально щепотку. Так, все, теперь мы заливаем, я это выключу, чтобы сейчас не шипели у нас помидоры. Заливаем. Это мы заливаем свежие помидоры. Все, это у нас сейчас будет, сейчас закипит, я убавлю, это будет у нас постепенно кипеть. Сейчас у нас помидоры вот эти сварятся, и мы добавим пасту. Почему? Потому что в пасте уже помидоры, они уже вареные, их не надо варить, поэтому можно и вместе, если хотите. Когда будет готово, видно будет масло, ги будет, оно как бы вот такими разводами на поверхности. Появились разводы, это значит, да, что... вот эти вот как бы волны, волны появились. Это значит, всплыло масло ги, значит, помидоры готовы. Это такой трюк. Итак, нальем пасту. Ну, мы ее сколько нальем, сейчас посмотрим. Думаю, что достаточно слегка так. Вот она у нас цвет даст, такой немножко потемнее уже. Так, добавляем панирчик. Вот панир еще можно, знаете, как делать, добавлять саджи. Вот здесь он идет сырой, но он сейчас прокипятится здесь и будет хорошо, он пропитается этими запахами всеми. Еще панир очень можно здорово делать, в саджи добавлять, обжарить его и потом положить его на несколько минут, на 10 в воду соленую.
с куркумой, а лучше сыворотку от панира. То он будет очень нежный. Смотрите, какой цвет на панире видно. Такой вот очень рыженький, классненький. Красота. И это из-за куркумы вот такой цвет у нас. Из-за того, что много куркумы добавляем. Иначе вот если без нее это был бы просто красный цвет. У меня сыр не соленый, но соленое масло. Вот как хочешь, так и добавляй. Вообще, по идее, на литр идет чайная ложка соли. В общем, насыпем сюда чайную ложку. Даже чуть-чуть еще. Давайте-ка уже насыпем нашу мекхи. Что значит Это значит шамбала. шамбала. И сливки, самая будет красота. Еще? Или мы не добавляли еще? А, нет, мы сливки не клали, да? Первый раз не кладем. Прекрасно. भज भाक